Даже люди, далекие от космоса и астрономии, могли заметить на вечернем небе супер яркую звезду. Вот она сияет у меня за спиной на юго-западной стороне неба. Ярче ее только Солнце и Луна. Так что же это такое? Вечернюю дорогу домой нам освещает планета Венера. Всем привет, друзья! Вы смотрите Astro Channel, и сегодня мы обязательно поговорим о Венере, а также отыщем на небе Юпитер, Марс, Сатурн и обязательно посмотрим на них в телескоп. Вы ведь наверняка слышали из новостей про парад планет. Сегодня развеем все мифы на этот счет. Также я вам обязательно расскажу про астероид, который подкрался к Земле, пока вы спали. А также поговорим о главных астрономических событиях месяца. В общем, куча всего интересного. Готовьте чай, плюшки, а мы начинаем. Удивительно, но даже при малых увеличениях, здесь стоит всего лишь 23 крата, у Венеры прекрасно видна фаза. То есть она выглядит как Луна в миниатюре. Но чтобы это запечатлеть на фотографии и показать вам на видео, вместо окуляра нужно установить специальную планетную камеру. Ну и здесь я также использую еще некоторые дополнительные астрономические аксессуары. Для съемок Венеры я использовал телескоп Skywatcher 130 PDS, черно-белую камеру SW-Bony SV305M, трехкратную линзу Barlow и корректор атмосферной дисперсии от ЗВО. И вот результат моих видеонаблюдений. Здесь хорошо видна фаза 43% на момент съемки. А видимые размеры планеты составляли 29 угловых секунд. Это больше, чем у Сатурна и Марса, но меньше, чем у Юпитера. К концу февраля Венера вырастет до 48 угловых секунд и станет не только самой яркой, но и самой крупной планетой. Не в космосе, конечно же, а для земных наблюдателей. Ее фаза станет 15%, то есть Венера в телескоп будет выглядеть большим красивым серпом. А где же детали поверхности? Их нельзя увидеть даже с орбиты Венеры, не то что с Земли. Виной всему плотная облачная атмосфера. И эти облака, кстати, можно сфотографировать. Но помимо черно-белой камеры нужно использовать инфракрасный и ультрафиолетовый фильтры. У меня их, к сожалению, пока нет. Но любители астрономии получают вот такие замечательные кадры с венерианскими облаками. До поверхности этой планеты добрались только советские космические аппараты. Эта панорама получена модулем Венера-13 в марте 1982 года. Из-за парникового эффекта съемка проводилась при температуре около 450 градусов Цельсия и давлении в 75 раз больше земного. В таких жесточайших условиях аппарат проработал около 2 часов. Из-за адского климата человек вряд ли когда-то вступит на эту поверхность. А потому и интерес к изучению второй от Солнца планеты заметно угас. Ученые переключились на куда более комфортный Марс. И так уж случилось, что в январе Марс вступил в противостояние с Солнцем и сейчас прекрасно наблюдается на ночном небе. Одновременно с ним видны еще Юпитер и Сатурн, потому из новостей вы наверняка слышали про некий парад планет. Давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле на вечернем небе. Итак, вот у нас Венера на западном горизонте, а чуть ниже расположился Сатурн. В течение февраля они будут разбегаться по небу. Сатурн все больше сближается с Солнцем. 1 февраля между этими планетами оказался тонкий серп Луны. Наблюдалось красивое соединение. А в конце месяца к Сатурну присоединится Меркурий. 25 февраля эти планеты пройдут друг от друга на расстоянии всего 1,5 градуса, то есть будут видны в бинокль в одном поле зрения. Затем Сатурн и вовсе потеряется в вечерней заре, а Меркурий окажется в паре с Венерой. Двигаемся далее. В созвездии Тельца мы можем наблюдать весьма яркий объект. Это сияет Юпитер. Его мы неоднократно наблюдали в телескоп. Планету украшают облачные пояса, а рядом расположились Галилеевы спутники. Можете посмотреть в предыдущих выпусках. За это время глобально ничего не изменилось. А вот Марс
заметно похорошел в январе. Его мы можем обнаружить перемещающимся по созвездию Близнецов. Я выбрался поснимать Красную планету в ночь на 15 января, в преддверии важного события. 16 числа Марс вступал в противостояние с Солнцем и, как следствие, достигал максимальной яркости и угловых размеров. В ту ночь рядом с ним располагалась Луна. Кстати, обратите внимание, что Марс находился в другой части созвездия Близнецов, на одной линии со звездами Кастор и Поллукс. Марс достиг минус 1,4 звездной величины, что в общем-то соизмеримо с блеском самой яркой звезды неба Сириусом. Кстати, вот он. Снимал Марс я практически с тем же оборудованием, что и Венеру, но вместо черно-белой камеры использовал цветную ЗВО-290. И вот что из этого вышло. Наиболее заметны тут три детали марсианской поверхности. Темное пятно – это большой сырт. Крупное белое пятно – полярная шапка. А маленькое белое пятнышко на краю – вулкан Элизий. Можно подумать, что на снимке южная полярная шапка. Но это не так. Перед нами северная. Поэтому снимок было бы верно развернуть на 180 градусов. Вот так, лучше и правильней. Ну и несколько слов хотелось бы сказать про большой сырт. Это самая заметная деталь марсианской поверхности. По этой причине она была и первой открытой. В 1659 году Христиан Гюйгенс впервые запечатлел эту область на своих зарисовках Марса. Он наблюдал за ней в примитивный 70-мм рефрактор с увеличением 87 крат и смог определить, что продолжительность марсианского дня немного превышает земной. Название этой области дал итальянский астроном Джованни Скиапарелли. Он заложил основы современной марсианской номенклатуры, перенося на карту планеты наименования из античной мифологии и географии. Для этого региона Скиапарелли использовал латинское название залива Сидра у берегов Ливии. За сотни лет наблюдений были многократно замечены изменения во внешнем виде большого сырта. До 50-х годов 20 века они объяснялись ростом и увяданием растительности. Однако ученые Джерард Койпер в США и Всеволод Шаронов в СССР абсолютно независимо друг от друга предположили, что сезонные изменения на Марсе вызываются ветрами, которые то приносят, то наоборот сдувают песок и пыль. Эта гипотеза подтвердилась в ходе исследований Марса с помощью космических аппаратов. С сентября 2024 года и до момента противостояния Марс заметно увеличился в размерах и достиг 15 угловых секунд в диаметре. Эти изменения хорошо видны на моих фотографиях Красной планеты. Сейчас процесс идет в обратную сторону, и к концу февраля Марс уменьшится в размерах до 11 угловых секунд. Но просто сфотографировать Красную планету мне показалось банальной задачей. Вслед за Гюйгенсом я решил последить за вращением планеты. Я записывал видео с изображением Марса каждые 15 минут в течение 2 часов. Получилось 8 трехминутных роликов. Из каждого была получена отдельная фотография Марса. В итоге 8 снимков я объединил в анимацию. И вот что у меня получилось. До 13 января пути Марса и Луны пересеклись на небе. Земной спутник скрыл Красную планету от глаз наблюдателей на некоторое время. Покрытие было видно в Северной Америке и на западе Африки. Это видео сделал Владимир,
подписчик Astro Channel из Техаса. Покрытие Марса Луной повторится в ночь на 10 февраля. В этот раз повезет Евразии. Наблюдаться явление будет в скандинавских странах, на севере европейской части России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Азии. В своем телеграм-канале, кстати, обязательно подписывайтесь, я выкладывал файл для программы Google Земля. С помощью него вы можете детально рассмотреть, будет ли видно явление в вашем городе или нужно куда-то выезжать. На мой взгляд, это самое топовое астрономическое событие февраля. Особенно интересно побывать в зоне касательного покрытия Красной планеты. Оно обозначено зеленым цветом на карте. В январе в созвездии Близнецов меня заинтересовал не только Марс. В самом начале 2025 года с нашей планетой сближался околоземный астероид номер 887 Алинда. Он открыт довольно давно, 3 января 1918 года, немецким астрономом Максом Вольфом. Объект весьма интересный. Его диаметр чуть более 4 километров. В Офелии он проходит через главный пояс астероидов, а также может и к Земле подлетать достаточно близко. В январе он как раз проходил на расстоянии всего лишь 12 миллионов километров от нас и поярчал до 9,5 звездной величины, что доступно небольшим любительским телескопам. При этом астероид из-за близости к Земле должен был двигаться довольно быстро на фоне звезд. Поэтому я решил, конечно же, отыскать его на небе и сфотографировать. Свое наблюдение я проводил в ночь на 10 января. Для съемки астероида использовалась камера ZVO 294 MC Pro. Я сделал 177 кадров по 20 секунд каждый, что соответствует примерно 1 часу наблюдений. И из этих фотографий сложил анимацию. Обратите внимание, как быстро движется Алинда. За час астероид пробежал примерно 8 угловых минут. Но для большего понимания, насколько это действительно круто, давайте сравним Алинду с астероидом главного пояса. В январе своего противостояния достиг астероид номер 14 – Ирена. Он находился на расстоянии 220 миллионов километров от нас. Но из-за крупных размеров, в районе 150 километров в диаметре, блеск Ирены сопоставим с Алиндой. Да и находились они оба в созвездии Близнецов. За час Ирена проделала вот такой путь на небе. Ну и для максимальной точности я сложил полученные кадры, чтобы путь астероидов выглядел в виде линии среди звезд. Путь Алинды на расстоянии 12 миллионов 400 тысяч километров от Земли и путь Ирены на расстоянии 220 миллионов километров от Земли. Здорово оказаться за городом под настоящим звездным небом. Видите разницу? А возвращаясь к астероидам, в феврале лишь один заметный астероид вступит в противостояние с Солнцем. Произойдет это 12 февраля, и в противостоянии окажется объект под номером 29 и с названием Амфитрита. Этот астероид был открыт 1 марта 1854 года. И вот ведь любопытное совпадение, открыл его астроном Альберт Март. Сейчас мы знаем, что это один из самых крупных объектов из главного пояса. Его диаметр чуть более 2
200 километров. И входит он в 25 самых больших астероидов главного пояса. В середине февраля, в районе полуночи, высоко над южной стороной неба кульминирует созвездие Льва. В нем и находится астероид Амфитрита. Во время противостояния он достигает примерно 9-й звездной величины. Тут же рядом не очень яркое созвездие Рака, но в нем можно увидеть одно из самых ярких рассеянных звездных скоплений – Ясли или М44. На загородном небе оно видно как туманное пятно, а в окуляре любой оптической трубы предстанет красивой россыпью звезд. По космическим меркам Ясли находятся недалеко от нас. Свет от них идет каких-то 580 лет. Но мне в созвездии Рака больше нравится другое скопление – М67. Очень красивая, компактная группа звезд, удаленная от нас на 2700 световых лет. К западу от созвездия Рака расположились созвездия, которыми мы наслаждались в начале зимы. Вот близнецы с Марсом. Попробуйте, кстати, угадать по его положению, когда была сделана эта съемка. У горизонта находится самая яркая звезда неба – Сириус и созвездие Большого Пса. Тут же поблизости красавец Орион со знаменитой туманностью, а также созвездие Тельца с рассеянными скоплениями Гиады, Плеяды и планетой Юпитер. К востоку от Льва расположилось созвездие Девы с яркой звездой с пикой. А это сияет Арктур в созвездии Волопаса. Рядом Северная Корона. Мы все еще ждем вспышку Т Северной Короны. Вы ведь помните о ней? Эти созвездия будто бы намекают нам, что весна не за горами. И уже совсем высоко, ковш Большой Медведицы, он указывает нам направление на полярную звезду и Малую Медведицу. Вот такое сейчас февральское небо. Сейчас наступает кометное затишье для северян, и вы не поверите, что единственная более-менее доступная комета, которую сейчас можно пронаблюдать, это та самая пошумевшая в октябре Си-2023 А3 Цзиньшань Атлас. Но видна она исключительно на утреннем небе, и я вот сейчас планирую досидеть практически до рассвета, чтобы заснять этот объект и посмотреть, что с ним стало. Находится он в созвездии Орла и виден буквально за полчаса до того, как небо совершенно уже посветлеет. Посмотрим, что из этого получится. Комету удалось отыскать буквально за полчаса до полного посветления неба. Снималось все с тем же оборудованием, что и астероиды. Я сложил 18 кадров по 30 секунд. Конечно же, комета уже сильно ослабла. Ее блеск оценивается в районе 11,5 звездной величины. Но она все еще видна. И это круто. Правда, на этом кометные истории не заканчиваются. В январе по-настоящему зажгла комета Си-2024 G3 Atlas. У нее похожее название и похожая судьба. Это комета семейства Крейца. Подобные объекты очень сильно сближаются с Солнцем и в большинстве случаев погибают во время жарких рандеву с нашей звездой. Но в редких исключениях некоторые крейцевские кометы выживают и становятся яркими. Как пример, комета Икея-Секи 1965 года или комета Лавджоя 2011. Поэтому, безусловно, астрономы с большим интересом наблюдали, что же произойдет с кометой Атлас. Как и октябрьская комета Цзиньшань Атлас, январская просто Атлас оказалась в поле зрения коронографа Соха и перемещалась там с 11 по 15 января. Она не только не погибла, но и достигла внушительного блеска примерно минус третьей звездной величины. К сожалению, у комет семейства Крейца орбита наклонена таким образом, что лучше всего они наблюдаются в южном полушарии. И северянам оставалось только искать комету фактически на дневном небе или в очень светлых сумерках, в непосредственной близости с Солнцем. Такая задача далеко не всем по плечу. И тут я бы хотел рассказать о наблюдениях Александра Репнова из украинского города Александрия. Вообще Сашу я знаю давно, наверное, лет 15, еще со времен Астрофорума и нашей совместной работы над астрономической газетой. И я в курсе, что он очень увлекается дневными наблюдениями.
смотрел МКС при свете Солнца, Сириус. И я уже молчу про основные яркие планеты. И, конечно же, Александр попробовал отыскать комету C2024 G3 Atlas. Его богатый опыт дневных наблюдений явно сыграл свою роль. Александр несколько раз пронаблюдал эту комету, причем в простую 50-миллиметровую зрительную трубу с 30-кратным увеличением. Вот, собственно, вот она комета, правее трубы. Вот она, родимая. Это для тех, кто не видел ее и у кого нет погоды. Вот она, красавица. В описании я оставлю ссылку на Сашин видеоролик, можете подробнее посмотреть о его наблюдениях. Ну а затем комета стала видна уже в южном полушарии и показала себя во всей красе. Вот, например, фотография подписчика Astro Channel Сергея Вахреева, сделанная в Австралии 20 января. Кстати, ядро кометы Атлас все-таки развалилось уже после сближения с Солнцем, и наблюдалась фактически безголовая комета. Ну а теперь в завершении выпуска давайте посмотрим короткий дайджест астрономических событий февраля. 5 февраля Луна в фазе первой четверти. 9 февраля покрытие Марса Луной с видимостью в Норвегии, Швеции, Финляндии, на севере европейской части России и практически везде в России за Уралом, а также в Азии и частично на Аляске и в Канаде. 12 февраля полнолуние. В этот же день астероид Амфитрита в противостоянии с Солнцем. В ночь на 13 февраля Луна вблизи звезды Регул. 20 февраля Луна в фазе последней четверти. 21 февраля покрытие Луной звезды Антарес при видимости в Южной Америке. 25 февраля Меркурий проходит в 1,5 градусах севернее Сатурна. 28 февраля новолуние. Вот такой сегодня выпуск получился. Надеюсь, вам было интересно. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Если хотите поддержать Astro Channel финансово, то становитесь спонсором канала на Boosty или Патреоне. Кстати, в феврале для спонсоров канала выйдет несколько статей о том, как правильно выбирать телескоп. Ну а я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. И до скорой встречи на Astro Channel. Пока!